А вы знаете, сколько денег у самых богатых людей мира? А как они сколотили свое состояние? Некоторым приходилось жить в нищете и торговать жвачками на улице. Я расскажу про людей с самыми безумными суммами на счетах, идя по возрастающей. И поверьте, первое место вас удивит как именем, так и состоянием. Вот знаете ли вы, кто такой Лоуренс Пейдж? А он открывает десятку богатейших людей мира. Этот парень не просто соосновал Google, но и с 2011 года возглавлял его как генеральный директор, а затем перешел в роли главы к его старшему брату – Alphabet. К 2024 году его состояние достигло впечатляющих 114 миллиардов долларов, и он занимал 10-е место в рейтинге Forbes. Но давайте расскажу, как он к этому пришел. Родившийся в семье учителей информатики 26 марта 1973 года, Ларри с детства был окружен компьютерами и журналами по информатике. Неудивительно, что он рано начал интересоваться технологиями. Образование в школе Монтессори научило его сомневаться в устоявшихся фактах и искать свой путь, что в будущем сыграло ключевую роль в его карьере. Когда Ларри было всего 12, он прочитал биографию Николы Теслы. Рассказ о гениальном изобретателе, умершем в нищете, заставил его задуматься о важности не только создания технологий, но и их распространения. Ведь какая польза от изобретения, если оно не достигает масс? Истинный прорыв произошел в Стэнфорде, где он встретил Сергея Брина. Вместе они начали работу над механизмом, который позволял бы оценивать релевантность веб-страниц, что в итоге привело к созданию Google. Ларри Пейдж всегда отдавал предпочтение разработке технологий перед управлением. Как CEO Google, он избегал бюрократии и стимулировал творческий подход среди своих сотрудников. Он был не просто руководитель, а вдохновитель, который предпочитал, чтобы каждый в команде работал на результат. Именно благодаря ему мы сейчас пользуемся многими продуктами компании, хотя Ларри отошел от управления и сейчас больше времени посвящает благотворительности и новаторским идеям в Alphabet. Но идем дальше. Кто на 9-м месте? Мукеш Амбани, живая легенда успеха и символ роскошной жизни, остается самым богатым человеком Индии. На текущий момент его состояние составляет 116 миллиардов долларов. Но кто он такой? Рожденный в Йемене, вскоре Мукеш вместе с семьей переехал в Мумбаи, где и началась его удивительная история. Обучение в средней школе Хилл Грейндж и бакалавриат в колледже подготовили его к дальнейшей учебе в Стэнфордском университете, где он изучал бизнес. Однако, не дождавшись окончания обучения, он вернулся в Индию по призыву отца, чтобы заняться развитием семейного бизнеса Reliance. Именно под его руководством компания расширила свои горизонты, взявшись не только за нефтепереработку, но и за телекоммуникации и розничную торговлю. Он также активно инвестирует в спорт, владея самой успешной крикетной командой Индии и являясь основателем футбольной лиги страны. Жизнь Мукеша за пределами бизнеса также полна интересных моментов. Он известен своей филантропией, строительством храмов и поддержкой организаций по охране животных. Интересно, что, несмотря на свой статус, он вегетарианец и более 40 лет живет с одной женщиной – Нитой Амбани. Скромный и образцовый семьянин, который не кичится своими деньгами. Главное достояние и дом семьи Амбани – это резиденция Антилия в Мумбаи, оцениваемая в 1 миллиард долларов. Этот 27-этажный особняк не только впечатляет своими размерами и роскошью, но и является символом статуса семьи, подчеркивающим их влияние не только в Индии, но и за ее пределами. Кстати, а знаете, сколько зарабатывает самый дорогой наемный сотрудник в мире? Достаточно, чтобы попасть в десятку самых богатых людей мира, с состоянием в 12 миллиардов долларов. Неплохо, да? Я говорю про Стива Балмера, генерального директора Microsoft. Он вырос в Детройте в семье иммигрантов и уже в юные годы выделялся своим умом и неуемной энергией. Эти качества помогли ему не только успешно окончить Гарвардскую школу бизнеса с отличием, но и завоевать уважение однокурсников и преподавателей. В начале своей карьеры Балмер работал в Procter & Gamble, но вскоре понял, что хочет большего, и отправился в Стэнфордскую школу бизнеса. Однако уже через год он принял решение, которое кардинально изменило его жизнь
присоединился к Microsoft, привлеченный перспективой работать с Биллом Гейтсом. Начиная с должности, которая предполагала зарплату в $50 тысяч, Стив быстро вырос до ключевой фигуры в компании, беря на себя ответственность за управление персоналом, бухгалтерию и юридические вопросы. Стив принял участие в создании и продвижении MS-DOS и Windows, что позволило ему стать первым наемным миллиардером в истории. Его успехи не ограничились только финансами. Под его руководством Microsoft достигла новых высот, внедряя инновационные продукты и успешно конкурируя на мировом рынке. В 2000 году Балмер стал генеральным директором Microsoft, и хотя его управление вызывало споры, компания значительно увеличила прибыль и расширила свое присутствие на рынке. Несмотря на некоторые неудачные проекты, как Windows Phone, его лидерство привело к созданию таких продуктов, как Xbox и Skype, которые оказались крайне успешными и актуальными уже долгие годы. Но сколько денег у его начальника? И да, я говорю про Билла Гейтса, который сейчас не попадает даже в 5 богатейших людей мира. Почему? Давайте буду идти по порядку. Уильям Генри Гейтс III родился в состоятельной семье в Сиэтле. Его родители воспитывали детей в духе здоровой конкуренции и стремления к знаниям. Билл с ранних лет проявлял любознательность и склонность к настольным играм, что, возможно, и сформировало его стратегическое мышление. Особенно близкие отношения сложились у него с матерью, Мэри, которая не только оставила карьеру ради семьи, но и активно участвовала в благотворительности, занимаясь общественной деятельностью. Мэри часто брала Билла с собой, когда занималась волонтерством, что, несомненно, повлияло на его взгляды и ценности. Билл действительно был непростым подростком. Его страсть к чтению и способности к усвоению больших объемов информации проявились в школьные годы, когда он выучил наизусть длинные отрывки из Евангелия, удивив своего учителя. Однако его интерес к учебе угасал, поскольку школьная программа не представляла для него вызова. Это привело к переводу Билла в Лейксайд, где он впервые столкнулся с компьютерами, и это стало началом его пути к Microsoft. Благодаря своей агрессивной деловой стратегии и умению видеть потенциал в инновациях, Гейтс не только добился коммерческого успеха, но и превратился в одного из самых богатых людей в мире. В 2014 году он решил отойти от дел в Microsoft и, следуя примеру своей матери, полностью посвятить себя благотворительности. Именно поэтому его состояние значительно уменьшилось и составляет сейчас около $128 миллиардов. Ну и раз начал говорить про великих, то куда без Уоррена Баффета? Это величайший инвестор нашего времени, который начал свой путь к успеху с ранних лет. Родившийся в семье обеспеченного бизнесмена и конгрессмена, он с 6 лет активно занимался малым бизнесом, продавал жвачку, газеты, коллекционные марки и даже занимался полировкой автомобилей. Свой первый серьезный капитал в размере $53 тысячи по сегодняшним меркам он заработал уже к 16 годам, продемонстрировав недюжинные способности к предпринимательству. В юности, посетив с отцом Нью-Йоркскую биржу, он в 11 лет совершил свою первую инвестицию, купив акции, которые впоследствии сильно выросли в цене. Но настоящий финансовый успех пришел к Баффету после 60 лет. К этому возрасту его состояние составляло $376 миллионов, и за следующие десятилетия оно выросло до невообразимых $133 миллиардов. Баффет стал символом того, что финансовый успех может прийти в любом возрасте, и его жизненный путь – яркое тому подтверждение. Особенно значимым этапом в его карьере стала покупка контрольного пакета акций Berkshire Hathaway. Изначально убыточная текстильная компания превратилась в гигантский финансовый холдинг, занимающий ведущие позиции на мировом рынке. Интересно, что сам Баффет считает покупку Berkshire Hathaway своей самой большой инвестиционной ошибкой, утверждая, что она обошлась ему в потерянные $200 миллиардов. Он предполагает, что мог бы заработать гораздо больше, инвестируя напрямую в страховые компании. А хотите, познакомлю вас с железным человеком в реальной жизни? И нет, это не Илон Маск. Ларри Эллисон, основатель Oracle, яхтсмен, теннисист, иногда актер и, безусловно, один из самых ярких представителей и мира технологий.
К 2024 году состояние Эллисона оценивается в 141 миллиард долларов, что позволяет ему попасть в топ-5 богатейших людей мира. Ларри Эллисон родился в 1944 году и уже в детстве начал проявлять независимость и бунтарский дух. Воспитанный приемными родителями в Чикаго, он с ранних лет проявлял интерес к научным и техническим дисциплинам. Несмотря на неоднозначные отношения с приемным отцом, который критиковал его устремления, Эллисон не сдавался и продолжал идти к своей цели. Уже в университетские годы Ларри демонстрировал свое пренебрежение к традиционному образованию, предпочитая самостоятельно выбирать, что изучать, и активно занимаясь программированием. Это в конечном итоге привело его к отказу от получения диплома и переезду в Калифорнию, где он и заложил основу своей будущей империи – Oracle. Компания Oracle была основана в 1977 году. Вначале это был небольшой стартап с капиталом всего в $2000, занимающийся разработкой баз данных. Название компании Oracle произошло от названия проекта, который Эллисон разрабатывал для ЦРУ. Стремление Эллисона использовать новаторские идеи и принципы, предложенные Эдгаром Кодом из IBM, оказались успешными, и уже к концу 1990-х Oracle стала оцениваться в миллиарды долларов. Ну и куда без Марка Цукерберга? Имя, которое стало синонимом социальных сетей благодаря его созданию – Facebook. Но путь к успеху начался задолго до этого. Еще в детстве, в возрасте 12 лет, Цукерберг создал программу Messenger Цукнет, которую использовал его отец-дантист для уведомления о пришедших клиентах. Это раннее творение помогло молодому Марку освоить навыки программирования и открыло ему двери в мир технологий. Во время учебы в Гарварде Цукерберг уже был известен как талантливый программист. Его проект Course Match позволял студентам узнавать, на какие занятия записались их однокурсники, способствуя таким образом новым знакомствам и академическому сотрудничеству. Однако именно подготовка к экзамену по истории искусств подтолкнула Цукерберга к созданию новой платформы. Он разработал приложение, которое не только помогло ему успешно сдать экзамен, но и стало прототипом для будущего Facebook, место, где люди могли бы делиться не только учебной информацией, но и личными впечатлениями. Вопрос о происхождении идеи Facebook остается предметом споров. Однокурсники Цукерберга из Гарварда, Дивья Нарендра и братья Уинклвосс утверждают, что Цукерберг украл их идею социальной сети, предназначенной для студентов. Этот конфликт привел к судебному разбирательству, в результате которого Цукерберг согласился выплатить $65 миллионов в качестве компенсации. Но несмотря даже на постоянные скандалы, которые кружатся вокруг Марка, на текущий момент его состояние оценивается в $177 миллиардов. Неплохо в 39 лет, но и открываю тройку богатейших людей мира. Джефф Безос, основатель Amazon и один из самых узнаваемых предпринимателей нашего времени, стал образцом того, как уверенность в своих силах и нестандартный подход могут привести к созданию крупнейшей интернет-империи. Джефф родился в 1964 году в штате Нью-Мексико и с раннего детства проявлял интерес к технике и изобретениям. Уже в 6 лет он создал электрическую сигнализацию, чтобы держать брата и сестру подальше от своей комнаты. С юных лет Безос любил экспериментировать и пробовать что-то новое, что впоследствии стало основой его предпринимательского мышления. Amazon стартовал как магазин книг, но быстро расширил свою сферу деятельности, став крупнейшим онлайн-ритейлером с широчайшим ассортиментом продуктов. Инновационные идеи Безоса не ограничиваются одним лишь ритейлом. Он вкладывает средства и ресурсы в разработку новых технологий, таких как доставка товаров с помощью дронов и разработка космических технологий через свою компанию Blue Origin. Его интерес к космосу и стремление сделать космические полеты доступными широкой публике также отражают его масштабное видение будущего. Но сколько у него денег? На текущий момент чуть более $194 миллиардов. Вы, возможно, думали, что Илон Маск – богатейший человек на текущий момент. Но нет, пока только второе место. С самого начала своей карьеры Маск проявлял предпринимательский дух
Его первым серьезным проектом стала компания Zip2, которую он создал вместе с братом. Продажа этого стартапа принесла Илону первые серьезные деньги, которые он вложил в новые проекты, такие как XCOM, что позже трансформировалось в PayPal. Продажа PayPal оказалась крайне успешной сделкой, дав Маску финансовую подушку для дальнейших инвестиций в еще более амбициозные проекты. SpaceX, Tesla и SolarCity. Каждый из этих проектов Маска направлен на решение глобальных проблем и имеет большое будущее. SpaceX стремится сделать космические полеты более доступными и в конечном итоге позволить человечеству колонизировать другие планеты. Tesla сосредоточена на производстве доступных и эффективных электромобилей, чтобы бороться с изменением климата, а SolarCity работает над распространением устойчивых источников энергии. Маск также активно занимается разработкой проекта Hyperloop, новой системы транспорта, которая, по его мнению, может революционизировать межгородские перевозки. На текущий момент его состояние оценивается в $195 миллиардов. А еще он смог недавно себе выбить годовую премию в $56 миллиардов у совета директоров Tesla. Скромный бонус, да? Но кто на первом месте? Знакомьтесь, Бернар Арно и его семья LVMH, настоящий король тяжелого люкса, отшитого в Китае. Он воплотил в жизнь классический пример того, как стратегическое мышление, решимость и способность к риску могут трансформировать не только отдельную компанию, но и целую индустрию. Арно начал с приобретения банкротящегося текстильного конгломерата и смог превратить его в империю мирового уровня, в которой каждый бренд является воплощением роскоши и высочайшего качества. Он не только смог выкупить Christian Dior в качестве стратегического актива, но и использовал эту платформу для реструктуризации и диверсификации бизнеса, что в конечном итоге привело к созданию LVMH, лидера в индустрии роскоши. Способность Арно видеть потенциал в кризисных ситуациях и превращать вызовы в возможности отличает его как выдающегося лидера. Однако, несмотря на его огромный успех, путь Арно не был лишен споров и критики, особенно в связи с его методами управления и решениями, которые могли казаться слишком жесткими или рискованными. Но именно его готовность принимать непопулярные решения и оставаться верным своему видению делают его выдающимся лидером в бизнесе роскоши. Фактически, монополистом с состоянием в $233 миллиарда. А на этом все. Но если вы тоже хотите заработать деньжат, умеете монтировать ролики, писать сценарии или озвучивать видео, то добро пожаловать в нашу команду. Пишите в Telegram-бот по ссылке в описании. Спасибо за просмотр.